Всем привет! Сегодняшнее видео начнется в таком красивом месте. Это парк Бенджакити. И сегодня такой красивый закат. Тут я вам хотела показать всю эту красоту, но, к сожалению, камера не передает все эти краски, и солнце спряталось между башнями, но выглядит как настоящий красный блинчик. Сегодня понедельник, и я решила провести эксперимент, сколько у меня денег уходит на одну неделю жизни в Бангкоке. Поэтому я уже закупила некоторые продукты и прям ежедневно буду снимать для вас отчеты, сколько я потратила на еду. И, может быть, если это будут еще какие-то траты, я тоже буду все фиксировать, чтобы это было все максимально по-честному, чтобы вы понимали, сколько денег уходит на неделю. Ну и, может быть, меня затянет, и я сниму, сколько денег уходит на месяц жизни в Бангкоке. Вы знаете, очень многие романтизируют Таиланд, и многие считают, что тут все очень дешево и чуть ли не даром, и еда стоит копейки, что можно питаться там 3 раза в день на тарелочках из 7-Eleven по 60 бат. Но на самом деле это, наверное, только туристическое такое первое впечатление. Но когда ты здесь живешь постоянно, ты не будешь все время кушать еду из 7-Eleven, и она тебе просто-напросто надоест, и хочется какого-то разнообразия. Вы знаете, последнее время я поняла, что соскучилась по обычному нашему русскому бутерброду из хлеба с маслом и сыром. Вот я бы никогда не могла подумать, что буду скучать по таким продуктам. Многие пишут, что скучают по селедке, по салу. Но я по селедке не соскучилась, но вот бутерброд с маслом и сыром я завтра с удовольствием скушаю. Поэтому я купила сегодня нарезочкой колбасу, сыр, хлебушек и начинаю наш подсчет. Вы знаете, я вообще обычно всем говорю, что в Таиланде уходит денег на продукты ровно столько же, сколько вы тратите в России. Только в России вы тратите рубли, а здесь вы тратите баты. И говоря это, я имею в виду, что если в России вы тратите 1000 рублей, то здесь вы потратите на те же самые продукты, условно, плюс-минус 1000 бат. И получается, что если вы в России живете, например, на 50 тысяч рублей, кушаете на 50 тысяч рублей, то здесь вы будете кушать на 50 тысяч бат. Но дело в том, что курс бата к рублю не 1 к 1, поэтому получается, что здесь все выходит немножечко дороже. Такая птичка пришла, я вам сейчас все покажу. И вот я даже сегодня прикидывала, сколько стоит колбаса нарезкой, примерно такого же веса, сыр нарезкой и хлеб. И у меня вышло примерно 1 к 1. То есть здесь я потратила где-то 500-600 бат, и в России те же самые бутерброды будут стоить те же 500-600 рублей. Только 500 бат, это, извините меня, 1500 рублей по нынешнему курсу. Возможно, курс где-то 2,5 рубля к 1 бату, но учитывая конвертацию, учитывая то, как вам эти деньги достаются, то можно смело брать курс 3 к 1. Итак, давайте подведем итоги первого дня моего творческого эксперимента. Я потратила на проезд 17 бат, купила сливки за 109 бат, орешки в шоколаде 108 бат к чаю, сыр 140 бат 150 грамм, колбаса 144 бата 60 грамм. Будут с утра бутерброды. Я купила еще напиток сегодня, чай за 115 бат. Также в моей продуктовой корзине оказалась рыбка 283 бата за 378 грамм и рыбья голова на 65 бат. Поела я немного бибимбап вчерашний, поэтому стоимость не считаю, я его покупала вчера. Кроме того, я купила хлеб и 2 круассана. Круассаны очень любит супруг, а хлеб на завтрак для бутербродов и к супу. Хлеб вместе с круассанами стоили 334 бата. Плюс я немножечко сегодня потратилась на одежду, купила сумочку, кофточки, в общем, не буду все перечислять, но на шмотки я потратила 5950 бат.
Итого получается итог дня 1315 бат на еду, ну и почти 6000 на шмотки. Все вместе 7265 бат. Варю суп и думаю, что завтра никаких трат, наверное, не будет. Может быть, только что-то к вечеру. И тут я вижу, что закончилась туалетная бумага, значит, траты все-таки будут. Итак, второй день нашего эксперимента. Завтракаем бутербродами. Я по ним так соскучилась. Круассаны ночью куда-то исчезли. Хорошо, что мы взяли орешки. Это что, все, что осталось? Сегодня они второй день проживают в нашей квартире, и ты ни одного до сих пор не съел. На обед поели суп и весь день просидели за компьютерами, поэтому никуда не ходили, деньги не тратили. Спустились только вниз, забрали кроссовки из химчистки, это 350 бат. И я вечером поднялась на наш руфтоп, полюбовалась закатом. Только посмотрите, какой он сегодня прекрасный. Самые внимательные заметят, что кадр именно этой панорамы стоит у меня в шапке канала. Закаты в Бангкоке потрясающие, но солнце садится очень быстро. И мне кажется, что если бы существовал такой рейтинг городов по самым красивым закатам, то Бангкок непременно занял бы первое место. Вечером, по нашей доброй традиции, нам захотелось вкусняшки, поэтому мы заказали пончики. Это вот к китайскому Новому году, видишь, такой необыкновенный. Ты там видишь что-то? Ну ты не туда у нас. Насколько остановитесь? Итог сегодняшнего дня 670 бат, и учитывая, что никакой еды у нас не осталось, то завтра придется отправиться в магазин. Как вы могли догадаться, пончиков к утру третьего дня тоже не осталось, поэтому мы заказали KFC, бургер и эг-тарт. Нам нравятся бургеры с KFC, и иногда они очень выручают своей быстрой доставкой. Ночь почему-то такое загадочное время суток, когда хочется поесть каких-то вкусняшек. Ну а так как в холодильнике у нас мышь повесилась, я спустилась вниз в автомат с фруктиками и купила вот такие фруктики. Тут у нас каким-то образом оказалась зеленая манго с перцем чили и сахаром. Я никогда не пробовала его, и мне оно всегда казалось как-то неаппетитным. Но думаю, что можно попробовать. От перца чили я воздержусь. Но вы знаете, очень неплохо. Оно кисленькое. Кстати, кислый по-тайски будет пряу, митной. Немножечко кислое. Ну, такое, как яблочко. Похрустеть вполне можно. Я, наверное, попробую пасту чили с сахаром. Раз уж пошла такая пляска. Ну, вы знаете, остренько, чуть-чуть сладенько. Я, может быть, недостаточно хорошо помакала, но сейчас вот мне становится уже очень остро и уже не так сладенько. Так. Дальше у нас тут гуава. И она тоже идет с такой пастой. Мы ее уже знаем, не будем пробовать. А вот гуаву я люблю. Гуава, кстати, по-тайски фаланг. Практически как фаранг иностранец. Вот точно так же звучит и гуава. Фаланг. Гуава хорошо знаю. Иногда бывает она более спелая. Уже такая мягкая становится. Вкусно.
И дынька. Ну, дынька с автомата никогда не угадаешь, насколько она будет спелая. Но это вроде бы так, средней степени. Классно, когда у тебя на первом этаже работает автомат с разными фруктиками, и ты можешь так вот ночью спуститься и набрать себе каких-то вкусняшек. Ну и если подводить итоги сегодняшнего дня, то сегодня мы весь день просидели дома за компьютерами, никуда не ходили, то есть мы не тратились на проезд, на рестораны. Единственное, мы заказали с утра на завтрак, ну как с утра, это было часа 3 дня, наверное. Мы заказали в KFC по бургеру, обычный классический бургер, но в KFC он очень вкусный, там прям такой большой кусок куриной грудки. И на фрукты я потратила, каждая такая баночка стоит 35 бат. То есть 105 бат на фрукты и 380 KFC. Итого получается 485 бат. Сегодняшний день. При этом, я замечу, мы никуда не ходили, никак не развлекались. Просто сидели дома, работали за компьютером. И на следующий день мы решили развлечься и отправились за продуктами. Когда несколько дней подряд случается продуктовый голяк, муж обычно берет меня в охапку, и мы едем в продуктовый. И там набираем полную тележку всего самого вкусненького из европейских продуктов. Отобрямс. Немного ягоды, йогурты, сыр, сметана. А еще сегодня были трубочки с кремом, поэтому обязательно их берем. Но крем тут не белковый, как мы привыкли, а на взбитых сливках. Классные. Пару пачек хамона, фрукты нарезкой. Одним словом, набираем абсолютно все, что хочется. Ну и всякие бытовые штуки. Там салфетки, бумажные полотенца. Я тут уже не буду накладывать этот звук, потому что продуктов было много, и за всю эту тележку мы заплатили 3850 бат. А дома нас ждал суп сукияки 120 бат. И итог сегодняшнего дня 3970 бат. Сейчас будем шасси проверять. Вот этот тумблер по моей команде будешь переключать. На Пока себя? не трогай. На себя, да? Взлетели и сейчас хлопаем шасси. Может быть, он прям аккуратно. Вот так, давай. И теперь у тебя турбуленция, да? Все? Ну, хорошо. Ну, запускай. А, выпускать? Это мы для чего это делаем? Реально работу шасси. Надо, чтобы они убирались правильно, да? Да, выпускались, убирались и правильно складывались. Проблема очередная, видишь? Место под установку батарейки по задумке вот здесь, а она должна быть вот там, для того, чтобы нормальная центровка была. А как так получилось? Расчет. Просчет? И что делать? Или вставлять батарейку туда, назад больше. Площадку под нее какую-то делать, которая там будет держаться. Вот она, видишь, точка правильная, равновесной центровки. Вот так самолет полетит. Если батарейка здесь, то самолет в балансе. Если мы ее поставим там, где она задумана, То он будет и носом здесь клевать, да? вперед клюет. Всем привет! Сегодня 5-й день эксперимента, и я вышла на прогулку. Иду сейчас по моей любимой местной улочке Сойка.
Немножечко покажу вам эту атмосферу. Look at it! Somebody Mel! Good noon! Thank you! Ой, тут еще один. Я иду, со всеми здороваюсь, мне все так мило улыбаются, как-то, дружелюбно, знаете, откликаются на то, что я с камерой. Котики спят. И вы знаете, в Бангкоке почти все кондо, они же не pet-friendly. То есть ты не можешь завести животных в любом доме. Это можно делать только в кондоминиумах pet-friendly, где все оборудовано под домашних животных. Так вот, на таких сойках у обычных людей в обычных домах, мне кажется, у каждого живет по котику. И если честно, я так кайфую от того, что вот здесь я могу так просто взаимодействовать с людьми, и это так тепло, искренне, открыто. Я даже не знаю, в какой-то другой стране мира вообще это возможно. И хоть сегодня я нисколько денег не потратила, но эти моменты, они очень дорогого стоят. Солнце, подходи кушать. Доброе утро. День 6. И утро сегодняшнего дня началось как-то лениво. Может быть, потому что за окном непогода, и, судя по свинцовым облакам, наверное, пойдет дождь. Дождя в Бангкоке не было давно, и, наверное, крайний дождь был около месяца назад. Но хорошо, что дожди тут теплые, и сегодня он не такой проливной, поэтому мы решили прогуляться до Севена. Вчера от долгой прогулки у меня расклеился шлепок, поэтому нам нужны кое-какие материалы, чтобы этот шлепок отреставрировать. И хотим взять салат «Цезарь» к ужину. У нас осталось 2 кусочка красной рыбки, она размороженная, поэтому сегодня, наверное, тоже приготовим рыбку, и будет салат к ней. Взяли еще всякого по мелочи,
И сумма наших покупок вышла почти 240 бат. Запиши фразу $5. Хочу программу купить для расчета центровки самолета. На сколько денег я вчера погуляла? Бесплатно, бесплатно. Какие затраты на мой башмак, на ремонт? У нас есть, видишь, какой крем. И пока я готовлю завтрак, Дима чинит мой башмак. А еще январь и февраль в Бангкоке выдались особенно грязными месяцами, в том плане, что на улице сильный смог, и мы даже купили очиститель воздуха, который улавливает мельчайшие частицы PM2,5. Но вот окна снаружи такие грязные, что в ближайшее время нужно будет их все перемыть. А во всем остальном сегодня был обычный спокойный день, суббота, никаких трат больше не было. Мы проработали целый день за компьютером, и весь день был пасмурным, поэтому никуда не ходили. И итог сегодняшнего дня 272 бата. И посмотрите, какой красивый закат мне удалось для вас заснять. День 7. Пью кофе, лениво ем йогурт. И тут я вспоминаю, что давно хотела посетить одно заведение. Поэтому быстро собираюсь, пока не начало темнеть, и мчу на локацию. Ехать мне на метро, поэтому первые траты 41 бат. Привет, друзья! Сегодня я приехала в одно очень интересное кафе, которое я нашла по рекомендациям в Инстаграм. Там вид на реку Чао-Праю и золотого сидячего Будду. Я уверена, что это вайбовое местечко придется по вкусу и мне, и вам, мои дорогие подписчики. Поэтому хочу туда сегодня прогуляться и вам подснять и показать это место, чтобы вы могли почувствовать и проникнуться атмосферой этого заведения вместе со мной. Поехали! Будду видно уже издалека от самой станции метро, и идти до него пешком минут 20-30. Представляете, вот это чей-то домик, небольшая дверь, огромный блок кондиционера, кактусы и маленький милый почтовый ящик. Мы уже почти пришли, и передо мной сейчас огромный золотой Будда. Савадиха, личи сода нингео наха. Нингео. Скан. И несмотря на то, что мне очень хочется поделиться всеми атмосферными кадрами с этого места, но я все-таки выложу их в отдельное видео. Ссылочку на это видео можете посмотреть вот здесь. Сладко до ужаса просто. Сегодня получился очень классный день и безумно насыщенный на впечатления, эмоции. При этом потратила я совсем немного. 82 бата на проезд и 120 бат на напиточек. То есть все траты моего дня 200 бат, а впечатлений, наверное, на целый миллион. И завтра я подведу итоги, сколько же денег мы потратили на семью из 2 человек на неделю проживания в Бангкоке. Напомню, что мы жили не туристической жизнью, а обычной. Вот как вы живете в вашей стране, так же и мы жили.
Мы не ходили куда-то по ресторанам и не посещали какие-то популярные туристические локации. То есть мы жили абсолютно обычной жизнью, как живут люди в разных странах. И завтра я посчитаю, сколько же денег у нас ушло на такую жизнь, чтобы вы могли примерить на себя эти расходы и понять, подходит вам, не подходит. Может быть, в вашей стране вы тратите совершенно другие суммы, поэтому тоже было бы интересно узнать, и буду благодарна, если вы поделитесь в комментариях. Ну, и я могу сказать, что сегодняшний день был самым, наверное, бюджетным, но самым богатым на эмоции и на впечатления. А эмоции и впечатления, они по факту бесплатные, но это то, что стоит самого дорогого. А вечером мы потратили еще 650 бат на доставку еды. Всем привет! Давайте подводить итоги наших трат за эту неделю. И я потратила на еду 7562 бата и на шмотки 5950 бат. Все вместе вышло 13512 бат. Если хотите посчитать в рублях, то умножайте эту цену на 3. То есть получается где-то 42 тысячи рублей, примерно вот так. Я считаю, что эту неделю мы жили достаточно экономно, потому что мы не позволяли себе каких-то роскошеств и излишеств в плане продуктов. Мы не посещали рестораны и какие-то развлекательные заведения, где мы могли бы потратить деньги. Поэтому я думаю, что вы на эту сумму можете вполне ориентироваться, если собираетесь переехать в Таиланд, либо если отправляетесь сюда на зимовку. Конечно, в какие-то дни мы тратим больше, в какие-то меньше. Начинала я этот челлендж не с пустым холодильником и заканчиваю не с пустым. То есть какие-то запасы есть, и постоянно какие-то основные продукты все равно там у нас есть. Там макароны, какие-то приправы, там чай, кофе. Я это все не считала, потому что это у нас с запасиком лежит все. И, конечно, иногда мы тратим денег гораздо больше. Например, когда к нам приезжают дети, у нас сразу траты возрастают, потому что мы куда-нибудь ходим покушать вместе, и как-то тратим денежки. Ну и если уезжаем куда-то в отпуск или на какие-то интересные локации, то траты наши тоже увеличиваются. Все мы привыкли жить по-разному. Кто-то тратит денег много, кто-то достаточно рационально относится ко всем покупкам. Вот у нас вышла такая сумма, и я считаю ее очень небольшой. Конечно, тут иногда можно сходить в ресторан и потратить вот эту недельную сумму за один поход в ресторан. Я помню, мы как-то посещали мишленовский ресторан хорошего уровня, и там на троих у нас вышло 38 тысяч бат. То есть и такие цены тоже есть. Но я знаю, что и в России, и в Москве такие рестораны тоже есть. Поэтому я думаю, что в любом случае вы можете отталкиваться от моих трат. И у меня на канале есть видео с подробным разбором стоимости основных таких базовых продуктов в Таиланде. Поэтому тоже рекомендую его к просмотру. И в целом, если вам понравилась идея такого ролика, можете поставить мне лайки, написать добрый комментарий. Буду всем признательна и рада. Вероятно, можно будет снять видео на тему, сколько мы тратим за месяц проживания в Бангкоке, куда уже можно включить не только траты на еду, но и какие-то повседневные траты, но и стоимость аренды, коммунальных расходов, визовые какие-то моменты, страховка и все-все-все. Возможно, тоже кому-то это будет интересно. Мне понравилось снимать этот ролик, и это был своего рода челлендж для меня, потому что мне приходилось снимать каждый день, по несколько раз в день, и в течение каждого дня, каждый вечер я садилась, монтировала часть ту, которую сегодня я засняла. Поэтому так долго времени с камерой я еще не проводила, но я еще начинающий ютубер. Поэтому мне этот эксперимент очень понравился. Надеюсь, что вам тоже понравился. Всем хорошего дня, всем пока!